Всем привет! Вот такой мотор мне достался от старой машинки Bosch. Мотор Siemens. Здесь вот маркировка. Используется с конденсатором 16 микрофарад. Мотор коллекторный. Здесь вот крепится щеткодержатель без таходатчика. К мотору идет вот такой разъем. 5 проводов, все провода пронумерованы, синий провод под единичкой и дальше вот 2, 3, 4 и 5. Куда что подсоединяется, непонятно, поэтому сейчас буду его разбирать и смотреть, как он устроен. Вот такие замеры сделал между проводами сопротивления. Нумеровка проводов на колодке, первый синий и вот как я показывал дальше по порядку. Разобрал я мотор, отсоединил все провода, сделал замеры, чтобы сделать схему. Схему нарисовал, потом покажу. Уже соединил я все провода на зажимы, пропаял, чтобы надежные были контакты. Сейчас все это аккуратно укладу. Такой вот щеткодержатель здесь. Щетки еще поработают, немножко есть щеток. Вот так. И интересно, вот якорь. Сам коллектор еще довольно в хорошем состоянии. Маркировочка подшипников. Фирма NTN, Germany 6202 и вот P63. Интересно, что это означает. То напишите, если кто-то знает. Подшипнички шумели, я их смазал. Работают тихонько. Люфта практически нет, совсем небольшой. Подшипники качественные. Ну и сейчас буду все это собирать. Покажу схему, покажу, как он работает. Собрал я благополучно мотор. Вот она схема. Нумерация проводов, как она обозначена на колодочке. Синий первый. И дальше по порядку. И вот описание здесь комбинаций. Первая с четвертым, первая с пятым. Высокие обороты влево. И низкие обороты. Второй, четвертый влево. Третий и четвертый будут вправо. И как раз при наличии конденсатора на втором и третьем проводе 16 микрофарад. Вот он для чего здесь обозначен. То есть без конденсатора все будет крутить влево. Нашел я конденсатор 16 микрофарад, родного уже не было. Вот здесь он в таком чехле был. И нашел еще вот такой разъем для мотора. Подключался. Обозначил здесь номера обмоток. И сейчас вот покажу, как работает этот мотор. Подключил первый, четвертый, высокие обороты. Крутится влево. И давайте сейчас попробуем третий, четвертый вправо. Третий, четвертый. Крутится вправо. Ну и сейчас отсоединяю от конденсатора. И проверим, куда будет крутить. А крутит влево. Вот такая вот схема мотора, так он работает. Поэтому кому понравилось, ставьте лайк. Пока-пока.